Привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам очередной раз о планшете под названием Xiaomi Pad 6. Притом у них есть еще и прошка, но Pad 6 прямо захватил сердца поклонников. Почему? Потому что он продается выгодно на всех распродажах, потому что он является именно той золотой серединой, которую легко использовать, под которую просто бешеное количество различных модификаций, у которого бешеная база. Понятно, что если вам нужен супер дешевый планшет, вы идете, покупаете какой-нибудь Lenovo без обновлений. Если вам нужен хороший, дорогой, вы, скорее всего, будете приобретать Яблоко. Но если вам необходим планшет, рабочая лошадка надолго, Xiaomi Pad, по мне, это, наверное, самый лучший вариант. Потому что я не тестировал, всякие Honor, Huawei или еще что-то подобное, лично в моем сценарии использования показывают себя хуже. Почему? Потому что у Huawei нет тех же гуглов, потому что Lenovo не прилетают обновления, если ты покупаешь его дешевым. Кстати, я их много покупаю, и они легко продаются потом после обзоров. В целом, когда у меня спрашивают, что приобрести за средний ценник по планшетам, предлагаю всегда Xiaomi. Вы должны четко помнить, что вы покупаете тот же планшет по цене среднебюджетного смартфона, только экран у вас огромный, логичный, и материалов больше было использовано. Понятно, им легче делать теплоотведение, но все равно. По поводу адаптации и прошивки, Xiaomi-то уже нормально так прокачались, и я считаю, что у них очень-очень неплохо получается. Напоминаю, что меня зовут Саня, канал Польза.нет, не забывайте подписаться на канал с колоколом, читайте форумы, делайте для себя выбор, ну а приобретайте все, разумеется, во время распродаж. Как раз во время этого ролика она очередной раз на Али идет. Тем более распродажи на всех площадках фактически ежемесячно. И по мне, Xiaomi это всегда беспроигрышный вариант. Опять же, это мой взгляд, ваш может быть другим. Подписывайтесь с колоколом, смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Еще раз, я сегодня вам перечислю 10 причин приобрести и рассмотреть к покупке планшет под названием Xiaomi Mi Pad 6. Данная модель имеет ряд плюсов, и основной из них, разумеется, цена. Учитывая стоимость в момент распродажи, эта модель отличный выбор, лично по моему субъективному мнению и мнению очень большого количества людей, которые его уже приобрели. Но перед тем, как начать перечислять основные причины, напомню, что розыгрыши на канале море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Также, кто не смотрел мой основной ролик на данный планшет, напоминаю, что в комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт. Полетели. Первая причина, по которой стоит обратить внимание на планшет Xiaomi Mi Pad 6, это габариты, дизайн и материалы. Габариты планшета 253 на 165 на 7 мм, а вес 490 граммов. Приобрести его можно в графитово-серой, туманно-синей и золотой расцветке. Дизайн планшета минималистичный и не броский. Корпус матовый, выполнен из металла. Отличное качество сборки, материалы однозначно на свою стоимость. Тыльная часть не маркая. В руках держать планшет комфортно. Планшет достаточно легкий. Вторая причина – это экран. Xiaomi Mi Pad 6 оснащен IPS-дисплеем на 11 дюймов с разрешением 2880 на 1800 пикселей с защитой Corning Gorilla Glass 3 версии. К слову, 3 версия зарекомендовала себя с хорошей стороны. Рамки у экрана небольшие, плюс имеется поддержка Dolby Vision, HDR10 и даже технологии MEMC. Экран имеет сертификацию TUV Rainland, Low Blue Light и режим защиты глаз. Плотность пикселей 309 ppi, а яркость 550 нит. При прямом попадании света в солнечный день яркости слегка не хватает, что неудивительно для IPS-матрицы, когда они уже везде будут AMOLED пихать. Но он не вредный, в отличие от AMOLED-экранов. Автоматическая регулировка яркости работает корректно. Частота обновления экрана целых 144 Гц. Конечно, 144 мало в каких приложениях будет использоваться, плюс можно, разумеется, вручную все это дело настраивать и принудительно, но это все костыли. Также в настройках можно выбрать 60 Гц, 90 и автоматический режим. Мультитач есть и на 10 касаний откликается спокойно, углы обзора неплохие, в настройках есть функция для персонализации экрана под свои предпочтения, многозадачность и быстрый режим разделения экрана на борту. Можно открыть до 4 окон одновременно, и отрабатывает все это дело великолепно. Причина номер 3, по которой стоит обратить внимание на Xiaomi Mi Pad 6, это камеры. Как бы странно ни звучало это, учитывая, что это планшет с тыльной части, у нас имеется основной сенсор на 13 мегапикселей OmniVision с апертурой 2.2 LED-вспышкой и направленным микрофоном. Запись видео доступна в максимальном разрешении, довольно неплохом. 4К 30 FPS
FPS. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с неплохим углом обзора. Максимальное разрешение у него для съемки 1080p 30 FPS с цифровым стабом. Качество фото и видеосъемки, как для планшета, я считаю очень хорошее. Все примеры в основном обзоре. По ссылке в описании. Следующая причина под номером 4. Установленное железо, а именно процессор Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.2. В синтетических тестах планшет показал себя с хорошей стороны. В Antutu он выбил почти 800 тысяч попугаев. Тротлинг-тест прошел стабильно. А с режимом GameSpace устойчивость стабильности не только становится куда лучше, что заметно по тестам, но это тоже в каком-то смысле костыли. Неужели планшет сам не может понять со своей операционкой, что вы играете или тесты проводите? Еще раз напоминаю, что есть отдельный полноценный ролик, советую его посмотреть. И на лайв-канале есть запись стрима, каким образом вел себя планшет в PUBG с одновременным стримингом. Пятая причина — аккумулятор. Емкость аккумулятора 8840 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт и технологии Quick Charge версии 4, Power Delivery версии 3.0, MIFC версии 1.0. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания за 1 час 30 минут, что довольно быстро, учитывая емкость аккумулятора. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 12% заряда. А в играх с одновременным стримингом на Твиче за час уходит 22%. Летим дальше. Шестая причина — программное обеспечение. Интерфейс здесь MIUI Pad 14 на базе Android 13 версии. Разумеется, будут прилетать обновления, они прилетают. Система работает быстро и без фризов. Она хорошо оптимизирована. Есть большое количество вспомогательных функций для комфортного использования планшета, как для учебы, домашнего использования или даже работы. Также отмечу хорошую систему безопасности с разблокировкой по лицу и стандартными способами. Хотя, как говорится, все относительно. Седьмая причина — звук. На борту 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Звучание приятное и громкое. Предустановок звучания на борту достаточно. Ко всему есть кастомный эквалайзер. Звук, по моему мнению, хуже, чем у яблочных планшетов или OnePlus-овских, но за свою стоимость у Xiaomi Mi Pad 6 звук просто отличный. Кодеков хоть и немного, но стандартные на борту. Восьмая причина — это разъем USB Type-C OTG версии 3.2. Супер быстро. Хорошая версия разъема для того, чтобы без каких-либо проблем или потери времени перекидывать файлы с помощью кабеля. К примеру, фильмы, видео, фото, приложений и не только. Быстро и удобно, одним словом. Летим дальше. Девятая причина — поддержка фирменных клавиатуры и стилуса. Планшет поддерживает клавиатуру и стилус Xiaomi Smart Pen Gen 2. Стилус крепится к торцу планшета. Ко всему можно настроить его работу, как и работу клавиатуры в настройках на планшете. Все отлично синхронизируется и работает, доставляет ко всему массу удобства при использовании. Десятая причина и самая основная, как я уже говорил в самом начале, это цена. Несомненно, лучше за подобную цену с лучшей операционкой и с железом, как у Xiaomi Mi Pad 6, найти будет крайне тяжело. Можете написать свои альтернативы, но, пожалуйста, не пишите что-то без гуглов. Протестировал я уже достаточно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте посмотреть телеграм-канал скидок, там всегда промики какие-нибудь есть, либо выгодные предложения. Сейчас идет распродажа. При любом раскладе что-нибудь интересное для себя найдете. Резюмирую, у каждого девайса для каждого пользователя есть свои недостатки. Но, на мой взгляд, за ценой этого устройства теряются все минусы. Опять же, субъективно. За такую стоимость мы получаем полноценно оптимизированное устройство с большим спектром возможностей и огромной фан-базой. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайсу повторное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.